Дебют Xiaomi в мире радиоуправляемых машин, во всяком случае их точных копий. Даже не через партнеров делали, а прямо сами, под своим товарным знаком. Никакого вам Юпин. Начали они с копии Suzuki Jimny, выполненной в масштабе 1:16. Полный привод, управление со смартфона, возможность доработки, начиная с фар и заканчивая заменой подвески. Управляется по Bluetooth через программу на любом телефоне. Аккумулятора свободно хватает на 30 минут покатушек, и это первая подобная игруха, которая заинтересовала моего сына. Как вы понимаете, их я покупал ему уже много. Tube 807, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, рассказываю обо всем, что меня интересует на просторах Алиэкспресса. За лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band'ов 5 серии. Да и вообще много чего разыгрываю, условия всегда в описании. А сегодня я расскажу вам о машинке на радиоуправлении от Xiaomi, копии Suzuki Jimny 4-го поколения. Масштаб 1:16, точнее 1:15,8, если смотреть по размерам джипа. Сам джип маленький, от этого и модель не отличается огромными габаритами, что по мне довольно хорошо. Приходит в плотной картонной коробке, убить такое дело, конечно, возможно нашей почтой, но маловероятно. Вскрыли, внутри машинка, инструкция полностью на китайском языке и кабель питания от USB-A. Первый вопрос, который возникнет, и как этим делом управлять? Телепатически. В итоге через пару минут поисков приходит осознание, что через программу на телефоне. Да-да, я тоже не смотрю рекламу перед покупкой, просто картинку, а инструкции вообще не для русскоязычных людей. Ведь пытливый ум добавляет жизни остроты ощущений. По машинке в конструкции используется более 200 базовых деталей, но это лишь основа. Существуют различные вариации и модификации, в которых деталей еще больше. Можно докупать детали отдельно и апгрейдить машину по полной. Жителям Китая вообще повезло, машину можно купить в форме конструктора, который сам покупатель может собрать. На Али я такой опции, к сожалению, не увидел. Машина оснащена полным приводом и шинами повышенной проходимости, подходящим под любую погоду. Трансмиссия получила амортизаторы типа спиральной пружины. Пластик без химического запаха, тактильно приятный, дешевым не выглядит, стекла немного просвечиваются. В комплекте также есть наклейки на корпус отличного качества. Их наклеить тот еще квест. Так, зарядили и наклеили наклейки. Аккумулятор внутри на 500 мАч заряжается с 0 до сотки за 1,5 часа, хотя обещали за час. Напоминаю, что гонять можно ее около 30 минут по дому, на улице при легком минусе до -10, в условиях приближенных к боевым чуть меньше 20 минут. Скачали программу, она здесь есть для iOS систем и для Android. Все просто по QR-коду. С программой вообще все элементарно, она полностью на английском языке. К слову, хотя версия Bluetooth здесь 4.2, работает машинка с телефоном отлично. Машинка не отваливается даже на расстоянии 20 метров. Соединяется с гаджетом она 2 движениями и очень просто. Передняя часть машины украшена логотипом Suzuki, а узнаваемый логотип Mi скромно разместился на запасном колесе, которое запасным не является и расположено оно сзади модели, просто для красоты. Вес и размеры вы сейчас видите на экране. Привод на 4 колеса, коэффициент замедления 26,85 к 1. Коэффициент замедления данного продукта выражен как соотношение скорости двигателя к скорости колеса. Шасси RC Jimny сделано из ударопрочного нейлонного материала, соединенного с подвеской, с амортизаторами и пружинами. Подвеска не идеальна для подобных моделей, но как вы видите, с простыми задачами она справляется. Крутящий момент от мотора идет на все колеса, которые завернуты внедорожными шинами. Запаски нет, только чехол для нее. Выхлопная труба не для выхлопа, а для входа. Туда вставляется зарядка аккумулятора. Если посмотреть на дно машины, видны неразрезные мосты, хотя разрезать их в принципе можно. Также видна раздатка и постоянный полный привод. Там же есть кнопка активации. Амортизаторы не маслонаполняемые, резина мягкая и цепкая. Приклеена она на диски. Колеса ставятся на 7-мм хекс. Корпус висит на 8 винтах. Есть места под светодиоды и даже разъемы под них. Все это докупается отдельно, либо нужно мастерить самому. Маркетологи Xiaomi. Рама пластиковая, компоновка деталей центрально-моторная. Мотор по размеру 180. Аккумулятор 1S на 500 мАч, расположен он сзади. Управление интуитивно понятное, слева управление газом, справа управление поворотами. Можно управлять с помощью гироскопа. Есть лимит скорости и тормоз на уклоне. Можно управлять машинкой с помощью гироскопа смартфона, но при этом кнопками регулируется движение вперед и назад. При любом раскладе, в общем, телефон нужен. По фактам, машина легкая, можно ставить блокировку тормоза на уклонах, уменьшать максимальную скорость, инвертировать управление и заниматься ее обвесом. Живучая, разберется с управлением даже 3-летний ребенок. Обвес народ на 3D принтере печатает, в сети уже есть ссылки с файлами на проекты. Если покупать на Али, то выходит довольно дорого. Цена по ссылке в описании к видео в районе $40 с бесплатной доставкой. И напоминаю, все как всегда зависит от вашего аккаунта и наличия распродаж. Сейл,
кстати, будет на Али через неделю, а мои именные промокоды можете посмотреть в телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии, но ближе к 25-26 числу. Резюмирую, игрушка огонь. Простая, дешевая и живучая. Для фанатов подобных моделей она, конечно, слишком простая, но мне в самый раз. Для начала. Завтра обзор на наушники Feel CC2, подписывайтесь с колоколом, спасибо за просмотр, девайс сюда или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.